Что, друзья, наступил тот самый день, когда Подгорица «Жди меня». Собрался, вам немножко показывал сборы вещей. Вроде как немного. Спасибо тем, кто согласился купить то, что мне не нужно. Надеюсь, вы будете использовать это и радоваться. Так, мне помогают сегодня Глеб и Серега. Сергей, если кому-то надо помощь, можете писать тоже. Окажет мгновенное перемещение, с переездом поможет. Специалист с широкого профиля. В суматохе сборов забыл микрофон. А голову ты дома не забыл? Поэтому звук в этом влоге будет такой. Звонкий, айфоновский. Да, мы уже тут загружаемся. Что бы делал без Сереги, не знаю. Наверное, не уехал бы никуда из этой будвы. Загружаемся. О, а Глеб показывает, чему его учат на уроках регби. Делать колесо. Что там, большая очередь была на пароме, ты говоришь, да? Все, сезон пошел? Машин 50 где-то. 50 машин даже уже было на пароме из Керцакноя. Так что, друзья, все. Сезон coming. Начинается уже жаришка в Черногории. Ну, рыбалка. Поймал что-нибудь? Вчера штучек 20 вытащил. Ничего себе, 20 штучек кого? А такие краснушки я их называю. Краснушки? Большими глазами. Типа окунь? Окунь морской? Морской. О, нифига себе, что у вас там в бухте клюет. Морской окунь, 20 штук. И на что ты ловил? На кальмара. Обалдеть. С сабборда. Прикольно. О, упаковались. Казалось, вещей мало, а все забито. Вот так вот. Едем. И знаете, друзья, все-таки чувствуется такое вот легкое жалость, что ли, от того, что покидаешь этот чудесный берег, чудесное место. Все-таки жить на берегу — это круто. Очень красиво. И вот сейчас вот мы подумали, что вот местные говорят, типа, зачем жить на берегу, если можно в течение часа доехать на море, там, в горы и так далее. Но ведь здесь же самое главное важно, что ты вышел, и 5 минут, и у тебя уже пляж. Ну, зимой это все забывается, я имею в виду туристов, когда целые толпы, но летом, ну, естественно, будет ощущаться, особенно в больших городах, таких как Будва. Но если вы живете в той же Будве, то рядом тот же Каменново, там и другие пляжи, там около Магрена, например, да, они менее популярны, менее забиты. Ну, не сам Магрен, а там, который чуть подальше, я имею в виду, потому что Магрен тоже яблоку негде упасть. Вот. Но все равно это все рядом. Как вы поняли, рыбалочка, все это доступно. Ну ничего, посмотрим городскую жизнь настоящую, черногорскую. Вам все я это покажу. А по пути интересный момент. В Подгорицу ведут-то всего 2 или 3 дороги здесь. И та, которая около Будвы, оказалась закрытой. Чего закрытой, непонятно. Может, забастовка какая-нибудь, а может, какая-то снова авария. Но полицейские не пускают туда, потому что до Подгорицы ты не доедешь. Поэтому в объезд на скоростной трассе. Горизонта практически не видно. Там оно размывается в такой вот дымке. Море спокойное и, как это назвать, световой эффект, градиент получается, размытость. Зимой только в ветра и когда бушует ураган. Чудесные черногорские виды. Опа! Вода торопится попасть в новое место. Теперь у нас будет процесс вгрузки. Вещей часть пришлось выкинуть, что-то продалось, и не так их и много, кажется. Но вся машина, конечно же, забита. Мне после будванской квартиры очень сильно тихо. Ну, там же дорога рядом, помните, была, да? И здесь птицы в этом парке очень громко поют. Не знаю, на микрофон, наверное, не слышно на этот, но тут, конечно, стоит птичий гул. Красиво. В общем, как вы поняли, успешно добрались. Сейчас пойду найду квартиру, потому что уже забыл, где она. Дневник дал? Забавно. Люди вешают свои визитки. Жители. Хозяйка прикрыла стулья от дождя. Да, Глебушка, молодец. Есть и шкафчик даже у нас теперь тут для хранения. Пока что не жарко. Много парковочных мест. Ну, кто не видел рум-тур, квартира 450 евро Подгорица. Одна из самых дешевых в сравнении, что я смотрел. Ну и, соответственно, если сравнивать с Будвой, то тоже намного дешевле. Такие модные люстры. Кухня мелковата, но мне пока я один, вполне себе нормально. Небольшая спальня, тоже для одного вполне себе хватит места. Огромный шкаф. Хотя кто его знает, может Алена захочет приехать с детьми, и тогда станет места резко мало. Ну, даже обогреватель есть для зимы. Что характерно, здесь именно в Подгорице уже нормальные духовки предлагаются.
в аренду. Если вы помните, что на побережье найти именно духовку с духовым шкафом плиту проблематично. И если она есть, то, соответственно, берут за дополнительные деньги за эту самую стоимость. И меня всегда вот удивляет вот этот вот лайфхак, что вытяжка дует внутрь шкафа. Вот везде так. Нет системы, возможно, вентиляция здесь есть, но ее не подключают почему-то к этому самому, ну, к системе, к вентиляционной шахте. Просто она задувает вот куда-то вот сюда, и отсюда вот дует. Может, так и надо. Тут фильтры, конечно же, есть антижирные, но все равно как-то непривычно. Так, ванну вам покажу, друзья. Оп, да, маленький бойлер. На несколько человек это уже все. Маловато, но на одного вполне хватает. Ну и стиралка тоже такая экономная, мелкая. С хозяйкой встретится, покажет, как ей пользоваться. Это же просто все. Вот такое вот жилье. Сейчас что? Ну, будем таскать вещи, а потом посмотрим, что же предлагает райончик, как он выглядит. Прогуляемся с вами попозже чуть-чуть. Ну, а теперь время обзора района. Квартиру посмотрели. Что же предлагает Подгорица в одном из своих районов? Любавич называется вроде бы, рядом с самим парком, который такой большой. Интересная штука. Амфитеатр для выступлений или для деток маленьких. Ямка, с которой никто не выберется. Со скамеечками. Ну, классный дворик. В одном из старых видео с Аленой мы были в баре, и мы нашли в Черногории привычный для нас город. Так вот, Подгорица еще более привычный, я уже понял. Это мы с вами только в одном районе прошлись. В Будве бы уже сменилось 10 разных архитектурных стилей, так скажем, отелей, множество улочек было. В Герцег-Нове мы бы с вами обязательно уже прошли бы по ступенькам, я не знаю, там 1000 ступеней вверх-вниз бы пробежались. А здесь просто обычная улица, обычный микрорайончик. Вот еще один дворик красивый. Так что, если вам нужен привычный город для жизни, Подгорица, welcome. Все утопает здесь в зелени, как видите, да? Спокойный спальный райончик. Ну, наверное, спальный райончик. Еще пока не понял. Нету тут ресторанов, баров, громкой музыки. Музыка только природная, птичья. Все-таки мне нравится это называть спальным районом. Хотя, может быть, не совсем оно подходит под эти определения наши. Но как есть. О, смотрите. Овес растет как сорняк. Наверное, кто-то когда-то просыпал. Или просто так здесь сложено, принято сеять овес. Или он одичал. Хотя, может, это не овес. Я сильно не разбираюсь. Но похоже на что-то такое съедобное. Выращиваемое в огромных количествах на наших полях. Не знаю, в каждом ли дворе здесь так же, или это просто у нас так. Доминику бы понравилось точно. В Герцег-Нове, помните, мы, ну, те, кто с нас смотрит и помнят, что мы приезжали в Герцег-Нове, тоже делали обзор площадок. Там, конечно же, такого и близко не было. Одна грустная только. Не знаю, как сейчас. Возможно, за все время, что за последние 2 года там уже что-то поставили новое. Но таких там не было. Видите, красиво, аккуратно, приятно прогуляться. Стол для тенниса, для воркаута площадочка. Розовые кусты, или как это дерево называется. Ну и немножко стройки. Друзья, если думаете про переезд в Подгорицу, обратите внимание на этот район. Видите, сколько тут полезного. Даже спортзал под боком. И много парковочных мест. Кто живет в Герцег-Нове, наверное, уже завидует. Смотрите, сколько места. Ух! Только что заметил, что в доме, в котором я остановился, есть еще и стоматология. Не знаю, хороший, нехороший, надо читать отзывы, разбираться. Если дойду туда, то расскажу вам тоже, что же там такое. Еще рядом парк, в котором я не был, Любич. Оттуда добраться тоже вам сниму обзор. Тех, кто не был еще в этом чудесном парке, будет тоже, наверное, интересно. Легкие ощущения, такие, как будто вот на Радзиме, в спальном районе. Правда, у нас 9-этажки, конечно же, в основном в спальниках, а здесь 5-этажечки, наверное, как в Новой Боровой. Ну, они, конечно, не такие, как Новая Боровая, но все равно выглядит все хорошо и красиво. Маленький магазинчик, тренд-маркет какой-то, продуктовый. Тоже в шаговой доступности. Вот прикольно. Все в шаговой доступности, все под боком есть. В общем, первый район, с которым мы с вами начинаем знакомство с Подгорицей, более детальное. Ну, я имею в виду, конечно же, не подгородчан, не тех, кто здесь жил, а тех, кто впервые, так скажем, здесь, в этом городе. Насколько же здесь я задержусь, еще раз повторяюсь, я не знаю. Месяц, 2 или целый год. Пока не понятно, но в процессе подготовки к переезду уже в другую страну. Пока что Подгорица как транзитный вариант. И за этот период времени
очень мощно можно сравнить с тем, что, ну, какое отличие есть от побережья. Ну, для тех, кто нас смотрит, будет полезным, ну, полезная информация будет, чтобы понять, продолжать же жить на побережье или уже переместиться в Подгорицу, в привычную инфраструктуру, в привычное окружение городского типа. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и буду ждать ваших комментариев, советов или каких-то вопросов. Пока.